Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, а еще здесь больше 50 топов. Сегодня вы увидите топ-10 моих смартфонов от OnePlus, и я здесь немного схитрил. Почему? Потому что вы видите вот этот смарт, это OnePlus 9R, и это фактически копия OnePlus 8T. Не практически, а это и есть его копия. То есть Ctrl-C, Ctrl-V. OnePlus RT, там только китайская версия. Будет ли глобалка? Будем вместе надеяться, мне обещали. А на данный момент вот эти два смартфона 8T и 9RT, логично, что если они у вас на руках, я бы не менял с одной стороны, с другой стороны однозначно я бы их не покупал. А теперь я напоминаю о конкурсах. Ежемесячно 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Плюс в этом ролике вы узнаете, каким образом выиграть 25 числа один еще из 10 дополнительных Mi Band'ов. Также в описании есть, каким образом можно выиграть Pixel 5a, Pixel Buds A и еще много всего, не буду перечислять. И почему у меня все-таки данные смартфоны в руках? Я пользуюсь iPhone 13 Pro, я пользуюсь Huawei P50 Pro и всем остальным подобным топом. Потому что это топы, которые нужно тестировать для того, чтобы сказать, что у OnePlus, лично для меня, лучшая, самая нелагающая и продуманная оболочка. А то, как они справляются с тем железом, которое запихивают в свои смарты, понятно, что все еще 4К 60 FPS даже на OnePlus 9 Pro залочено под 5 минут. Понятно, что 3 восьмерки OnePlus 9 Pro перегреваются, но вы не поэтому смотрите топ. Вы смотрите топ по причине Oxygen OS. И вас даже китайская ColorOS не особо интересует. Смотрим. И теперь немного лирики перед основным обзором. Все-таки бренд OnePlus основал вице-президент корпорации Oppo Пит Лау в 2013 году. И хотя официально он ушел из компании Oppo, но на сегодняшний день становится ясно, что все это лишь отделение основного подразделения от другого. И смартфоны в принципе не создавались с нуля, как, например, фирма Leica. Ну а Oppo принадлежит корпорации BBK, и это мы с вами тоже знаем, как и Realme и все остальное, и IQOOZ, и еще много всего с Vivo и остальными. И по итогу основатель компании всего за полгода после создания фирмы смог разработать и выпустить в продажу новый смартфон. И на тот момент смарт реально был действительно убийцей флагманов. После выхода последующих моделей цена уже не была такой низкой, и на сегодняшний день топовые смартфоны бренда стоят на уровне конкурентов почти, не во время распродаж, когда за 37 тысяч OnePlus 9 Pro продается. И повторяюсь, у меня на стриме во время 11.11 были люди, которые успели его купить. Можете его пересмотреть, стрим в записи в наличии. Разумеется, не брендов первого эшелона. Самым большим плюсом смартфонов данного бренда традиционно считается их отлично оптимизированная оболочка Oxygen OS, которая потихоньку исчезает и заменяется на ColorOS. Создавая с оглядкой на iPhone, некоторые называют смартфоны айфонами на андроиде OnePlus. Начались эти сравнения с поста основателя Пита Лау в 2013 году в сети Google+. Почему мы не можем установить Android на iPhone? Но, конечно же, данные слова были просто забыты, если бы не отличная плавность и проработанность оболочки, при этом позволяющая максимально кастомизировать ее под себя. Но довольно слов, пора начинать топ. Как я уже говорил по поводу OnePlus, то я его не буду тестировать, пока не будет глобалки, но на 10 место я его пока поставил. Спеки, как всегда, великолепны. Snap 3 восьмерки, экран на 6,62 дюйма AMOLED-овский, LPDDR5, 8 или 12 гигабайт, 128 или 256 встроенный UFS 3.1, разумеется, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC и все остальные радости. Но минус — это ColorOS, поэтому я не хочу, пока не будет Oxygen на этом телефоне, его приобретать. На прошлой распродаже он был 34 тысячи рублей. Если уж совсем будет все грустно и мне нечего будет приобрести, я его приобрету. Вам я советую его только на 10 месте, потому что только когда появится глобалка, смотрим описание, вдруг сейчас именно вот сегодня появилась глобалка и вам повезет, я ссылку поменяю, покупайте глобалку. Китайскую версию не стоит в первую очередь, потому что если он вас разочарует, а меня разочаровал в каком-то смысле 9R, то вам будет его сложно продать. На 9 место своего топа я поставил OnePlus 8T. Смартфон был представлен публике в далеком 2020 году, и по большому счету OnePlus 9R его копия. Единственная разница, что OnePlus 9R намного больше яркость экрана, почти на 300 нит, ну и чуть-чуть по-другому он выглядит. А по факту Ctrl-C, Ctrl-V тот же смартфон. Так что я благополучным образом прилетаю на 8 место, где будет все уже подробнее, и с этого места уже все обзоры на все смартфоны есть отдельно на канале. Можете в описании кликнуть, и в основном они критичны. Несмотря на то, что OnePlus мне нравится, начал я их обозревать исключительно с точки зрения их минусов.
Так вот, OnePlus 9R, он должен был выйти как упрощенная версия OnePlus 9 и закрыть рынок Китая из разряда того, что подешевле купят. Но будем честны, это всего лишь чуть посвежевший OnePlus 8T. Они слегка разогнали процессор, притом он тротлит намного больше, поменяли оформление и выпустили абсолютно новый смартфон на рынке Индии, который мы скупаем. А потом и на глобальный рынок, потому что индусы покупать его не стали в тех объемах, в котором бы им хотелось. Комплект стандартный для бренда, чехол, защитная пленка, быстрая зарядка Warp Charge на 65 Вт в комплекте, притом зарядка заряжает от 37 до 40 минут на 100% с нуля, прям быстрая. Задняя крышка из стекла, рамка из алюминия, AMOLED-экран размером 6,55 дюйма, частота обновления его 120 Гц. Яркости за глаза, вот что они прокачали, так ее. Звук стерео очень даже хороший, сканер отпечатка пальца в экране, хотя и довольно низко, но к этому привыкаешь. Always On дисплей полноценный, NFC и Google Pay встает. Аккумулятор на 4500 мАч, процессор Qualcomm Snapdragon 870 и это слегка разогнанный Snapdragon 865. У них даже маркировка схожая. Есть поддержка ненужных нам сейчас сетей 5G, прошивка на базе Android 11 максимально шустрая. По камерам на данный момент все неплохо с одной стороны, с другой стороны 48-мегапиксельный модуль от Sony, хоть и может снимать видео в 4К 60 FPS, посмотрите, с какого года его стали в среднячках вставлять. И я бы не сказал, что здесь прям супер алгоритмы, особенно отмечаю, что на все смартфоны в данном топе, кроме 9 и 10 места, есть обзоры на моем канале, там максимальное количество видео, съемки в помещении, на улице и в пасмурные дни тоже, поэтому посмотрите лучше один раз, как это все дело снимают. У меня, я специально не устанавливаю Gcam, а стоковой камерой снимаю после обновления смартфоном несколько дней. И вот это дело после этого вставляю в ролики. Посмотрите, сравните. Все-таки OnePlus вот этой категории не 9 Pro и не 9, по мне, не про супер камеры. Xiaomi с Xiaomi Mi 11i или Mi 11T Pro снимают гораздо лучше. Сравнение опять же есть. И в 9R есть сравнение еще с iPhone 13 Pro и Huawei P50 Pro. И опять же, несмотря на ценник космический у данных смартфонов, на родине что Huawei, что Яблоко стоят не так и дорого. Фронталка здесь на 16 мегапикселей, есть ультраширик на 16 мегапикселей, макромодуль на 5 и монохромный модуль никому не нужный на 2 мегапикселя. Притом фронталка снимает максимум в 1080p 60 FPS. Качество съемки вполне приличное для телефона за 1020, но не за 30. Опять же, это по мне. И еще есть такая интересная штука с памятью. У кого-то LPDDR4X, а у кого-то LPDDR5. И вот у кого пятая память оперативочкой, тому повезло, хотя многие пишут, что в тестах особой разницы нет. Я бы так не сказал. Память здесь шустрая, память здесь даже 4 хороша, но я бы был рад, если бы у меня была 5 все-таки. Нет DC-димминга в прошивке, карты памяти не поддерживаются, защиты от влаги нет официальной, хотя лоток для сим-карты прорезинен. Мини-джека нет, как и в 8T, фактически это и есть 8T. С ADB можно DC-димминг завести, на распродаже можно было взять версию на 128 гигабайт с доставкой из России за 27 тысяч рублей. Сейчас он в районе 32 тысяч, но помним, что скоро Черная пятница. И вы можете посмотреть, опять же, по ссылкам в описании к видео, что сколько будет стоить. Если данный смарт вас заинтересует, закидывайте в корзинки, берите обязательно купоны и готовьтесь к сейлу, при том, что нужно сразу примерить, какие промокоды будете использовать. Они улетают довольно быстро, хотя 11.11 улетало все довольно медленно. Но учитывая тот факт, что карту памяти не вставить, я бы рассматривал версию все-таки на 256 гигабайт памяти. Она уже подороже, сейчас ее реально найти на Али примерно за 34-33 тысячи рублей. Я думаю, что если вы за 30 купите на сейле, будет прям шик, блеск, красота. И не забывайте добавлять к этой сумме стоимость растаможки, если не экспресс-доставка и не из России. Если вы покупаете не с российских складов, с экспресс-доставкой. И со смартфонами будьте морально готовы ждать хотя бы недельку, потому что смартфонов во время распродаж таких покупают просто море, и это логично, что кому-то высылают долго. Но с OnePlus'ами, если честно, я не читал, чтобы вообще кому-то не выслали. Хотя бывает зависалово. Просто вы можете к Новому году оказаться без смарта, а в России могут к 1 января поменять таможенные правила, и мы прям в перспективе очень сильно расстроимся, я вам скажу. На 7 место я поставлю OnePlus Nord N100. Данный смартфон имеет много минусов, основным из которых я назову очень скромный по меркам остальных смартфонов комплект, состоящий из смартфона, кабеля для зарядки USB Type-C и зарядное устройство на 18 Вт. Ни чехла, ни даже заводской пленки здесь нет. В данном смартфоне нет поддержки второй симки, правда, только в версии для США. Только одна сим-карта и карта памяти. В версии для ES лоток гибридный, либо 2 сим-карты, либо одна симка и карта памяти. Влагозащиты тоже нет никакой, даже лоток для сим-карт не прорезинили, халявщики. Разрешение экрана всего Full HD+, а именно 720 на 1600 пикселей, но частота обновления экрана 90 Гц. Это круто для бюджетника. Защита экрана осуществляется стеклом Corning Gorilla Glass 3 версии, довольно старая версия. Проц откровенно слабый, нет ЭК-порта, нет NFC, основная камера снимает
снимает Full HD 1080p 30 fps, очень мало. Дополнительные камеры, как это бывает у многих бюджетников, 2-мегапиксельные затычки. Оперативной памяти тоже мало, всего 4 гигабайта. OxygenOS на базе Android 10 слегка устарела. Сканер отпечатка пальца расположен на задней крышке, довольно спорное решение для 2021 года. Плюсом считаю наличие стереодинамиков и вполне приличную оптимизацию софта, что неудивительно. Я поэтому для OnePlus топ делаю, потому что софт у них шик, блеск, красота. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается почти 2,5 часа. В целом вы получаете стабильно работающий недорогой смартфон с приличной оптимизацией софта при довольно слабом железе. Цена на Али в районе 11 тысяч рублей привлечет не очень требовательных к производительности пользователей. Реально купить еще дешевле. Напоминаю, что у Али был такой промокод магический для России 3000 от 8000 рублей, и он действовал с вечера 12 числа до утра 13. Если сейчас будут примерно такие же, цвет, блеск, красота, вот я смартов накуплю. На 6-е место моего топа я поставил OnePlus Nord N10. К плюсам данного смарта я отнесу отлично работающую разблокировку по лицу, причем по фотографии смарт разблокироваться отказался. Хорошая камера за свой прайс, поддержка быстрой зарядки, в очередной раз отмечу, одна из лучших, на мой взгляд, оболочек Android, OxygenOS, поддержка сетей 5-го поколения, которую уже нельзя назвать каким-то исключительным явлением в конце 2021 года, и ее наличие хорошо с точки зрения того, что процессор новый и обвес новый. Спасибо OnePlus за мини-джек, это редкость в наше время, здесь он есть. Благодаря IPS-матрице пользователь не будет иметь дело вообще никакое с шумом. Понятно, что только 5% от 5 до 7 где-то, наверное, чувствуют его, но все равно. Но яркость экрана далеко не запредельная, отчасти благодаря этому типу экрана, а скорее всего по его причине. И отсутствие инверсии цветов в дисплее, регулировка цветовой температуры, приличная плотность пикселей, поддержка ночного режима — это все круто. Автояркость работает по мне хорошо. 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт внутренней хватит большинству. Благо есть возможность расширить память за счет гибридного лотка. NFC и Google Pay на борту, звук стерео — это радует, запись телефонных разговоров в стоке радует тоже. Быстрая зарядка на 30 Вт, 5 вольт и 6 ампер. Чуть больше часа и ваш смарт полностью заряжен. Основная камера на 64 мегапикселя с поддержкой электронной стабилизации изображения. И снимает видео на максимум в 4К 30 FPS. Сохранение фотографий в RAW формате порадует отдельных фотолюбителей. Фронтальная камера на 16 мегапикселей позволяет делать более-менее приличные селфи. Видео снимает фронталка в максимум в 1080p 60 FPS. Ночью чудес от камер ждать не приходится, как, впрочем, и от большинства камер, даже флагманских смартфонов этого года. Посмотрите примеры в 9R и расстроитесь. Минусы: комплект скромный по меркам OnePlus. Нет ни чехла, ни защитной пленки, нет индикатора уведомлений, нет беспроводной зарядки. Стеклянный задник очень маркий. Защитное стекло очень старой версии Corning Gorilla Glass 3. Всего один цвет на выбор. Лоток для сим-карты гибридный. Одновременно нельзя использовать две симки и карту памяти. Скорее минус, чем плюс по мне. Подбородок у смарта больше нормы. Сканер отпечатков пальцев на задней крышке совсем не камильфо в 2021 году, хотя есть приверженцы данного способа разблокировки. Я прям в этом уверен. Нет защиты от влаги, что грустно, но у конкурентов из этой ценовой категории ее ни у кого нет. За стоимость в районе 18-19 тысяч рублей без купонов и скидок вариант по мне сомнительный, но за 16-15 прямо ничего. Слишком много за 19 тысяч конкурентов из того же Realme, да и Xiaomi с их суббрендом Redmi или Poco может представить достаточное количество просто копий. Черт с ним с MIUI, вы получите смартфон на голову выше по железу. Рекомендуется только фанатам оболочки, им абсолютно все равно, какие у их фаворита будут недостатки, правильно? На 5-м месте моего топа OnePlus Nord SE. И это свеженький, хороший телефон. Плюсы данного смартфона весьма очевидны. Приличная автономность в 9 часов 31 минуту. Для OnePlus это космос. Обновленный легкий и тонкий дизайн, толщина менее 8 мм, быстрая зарядка на скромные 30 Вт, AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и довольно небольшим размером в 6,43 дюйма. 3 камеры, основная на 64 мегапикселя, 128 гигабайт встроенной памяти в наличии. Для любителей красивых фото смарт умеет сам подбирать настройки под ситуацию. Комплект стандартный для OnePlus: чехол, защитная пленка и быстрая зарядка на 30 Вт в наличии. Nord SE 5G весит всего 170 граммов и имеет толщину 7,9 мм. Сразу вспоминаем Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Смотрим по ссылке в правом верхнем углу. Космически тонкий телефон, и если не считать оболочку, это прямо мечта всех, кто хочет тонкий телефончик. За счет своих габаритов OnePlus удобно лежит в руке. Задняя крышка глянцевая, и там же в верхнем левом углу расположен выпирающий блок из 3 камер. Основной модуль на 64 мегапикселя. Отпечаток пальца внедрен в сам экран, работает, но с небольшой задержкой, во всяком случае пока. Также на борту распознавание лица для разблокировки, работает этот метод гораздо быстрее. Плотность пикселей дисплея 409 ppi, шим в пределах нормы, Always On Display завезли. Оперативной памяти 8 или 12 гигабайт на выбор, постоянная память на выбор либо 128, либо 256 гигабайт типа UFS 2.1. Совсем не самая быстрая, я бы сказал, медленная. Bluetooth не самый последний,
последний, но почти. Bluetooth версии 5.1. Поддерживает все возможные кодеки. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Не свежак, но и не тормоз. Емкость аккумулятора 4500 мАч. Полный цикл зарядки 1 час 15 минут. Говоря о громкости, динамик не особо громкий. NFC на борту. По камерам ситуация такая. Основной модуль может снимать видео в максимум в 4К 30 FPS. Камера даже на данный момент показывает себя неплохо. Автофокус работает в пределах нормы, но самое главное то, что с новыми прошивками камеру обязательно пофиксят, ее фиксят, и она становится лучше и лучше. Хотя из данного сенсора много чего не вытянешь. Из минусов нет стерео, сканеры отпечатка пальца заторможены, нет слота для сим-карты, нет слота для карты памяти, корпус очень маркий, камера очень сильно выпирает, поэтому повредить ее очень легко, тем более если телефон носить без чехла. Цена не совсем бюджетная, а в районе $300. Где купить, как всегда, в описании. На эту модель ценник адекватный относительно собратьев по цеху с тем же процессором. Мы последнее время больше платим за ПО, а не за железо. Дизайн хороший, он на самом деле компактный и тонкий. На 4-е место своего топа я поставил OnePlus 7T Pro, который безумно хейтил, но он все еще огонь. К плюсам отнесу отличного качества экран, хорошее железо на момент старта продаж в 2019 году, он был чем-то нереальным за свои деньги. Отличная оптимизированная оболочка, по плавности сравнимая с айфонами того времени. Полное отсутствие какого-либо выреза на экране под фронтальную камеру, что нереально круто даже в 2021 году. Если вам не нужна дырка в камере, если у вас OnePlus 7T Pro, вам просто не на что его менять. Либо на перегревающийся бесполезный Asus, либо вот так, либо Mi Mix 4 за космические деньги. И этот телефон в первую очередь в топе по той причине, что если у вас именно он на руках из старичков, или 8T, его менять не стоит ни на что новое, потому что эффекта вау у вас не будет. Вам нужно подождать как минимум еще, наверное, одно поколение. Даже 9 Pro по большому счету чем-то уступает. Хотя бы, говорю, вот этими салазками. Камера — это просто шик. Очень удобно, когда она у вас выезжающая. Выезжающая из корпуса селфи-камера на 16 мегапикселей удивляет до сих пор. Притом многих, и работает она без нареканий все еще. Snapdragon 855 Plus вполне неплохо справляется со своими задачами. Я бы сказал, хорошо. Игры тянет, конечно же, не все на максималках, но все равно. Основная камера на 48 мегапикселей с оптической стабилизацией позволяет делать отличные фото. Съемка видео доступна все еще в 4К 60 FPS. И никому не верьте, я не знаю, у кого разлочили 4К 60 FPS больше, чем на 5 минут. Все OnePlus при 4К 60 FPS лично у меня в стоковой программе снимают не больше 5 минут. Напишите, у кого не так, я не совсем понимаю, как так может быть. У меня несколько их моделей, и все снимают с ограничениями, и все обновлены. Отличный AMOLED-экран 7T Pro размером 6,67 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Быстрая зарядка на 30 Вт позволяет зарядить смартфон полностью чуть меньше, чем за час. Стереодинамики в наличии, быстрый накопитель типа UFS 3.0, это космос, и 8 гектар оперативной памяти вполне достойно даже в 2021 году. Oxygen OS сама по себе является огромным плюсом, и вместе со всеми этими плюсами я хочу выделить еще ряд недостатков, из-за которых смарт всего лишь на 4-м месте моего топа. Минусы данной модели: во-первых, он старый, отсутствие возможности расширить встроенную память за счет карт памяти. Кому-то 256 гигабайт встроенной памяти окажется недостаточным количеством. Но если учесть место, занятое системой и встроенными приложениями, то оставшегося места чуть больше, чем в 200 гигабайт, не будет всем за глаза. И да, вы скажете, что это тренд последних лет, но я не стану повторять, что у покупателей должен быть выбор: оставаться лишь со встроенным количеством памяти или расширять ее физически. Они же все равно салазки делают. Неужели так сложно контакт добавить на плату? Нет. Всего один цвет — это просто фейл. Отсутствие влагозащиты в практически топовом смартфоне 2019 года выпуска — это тоже недостаток. Следующий недостаток — нет беспроводной зарядки. Сенсор разблокировки работает очень нестабильно, до сих пор много случаев его несрабатывания. Хотя, если послушать производителей эталонных смартфонов на андроиде, корпорацию добра Google, это может быть фича, а не баг. Нет разъема мини-джек, аккумулятор на 4085 мАч тоже отнесу к недостаткам. Крайне малое время работы не может не расстраивать. Еще один минус, который я отметил: при нагреве смарт начинает подлагивать, и скорость его работы слегка проседает. Также к минусам я отнесу механические переключатели режимов работы, хотя большинству пользователей OnePlus это кажется странным как минимум, хотя конкретно мне он безумно нравится, но многим он не зайдет. Следующим минусом я опять же назову, лично по моему мнению, закругленные края экрана. Не особо это удобно. При просмотре видео на экран смарта при управлении одной рукой в играх я бы предпочел ровные края без изгибов и закруглений. Цена даже через 2 года не особо упала, за 35 тысяч рублей есть гораздо более выгодные предложения как по спекам, так и по ценам. Поэтому только 4-е место. Резюмирую, если у вас есть этот смартфон, то менять его в 2021 году все еще не рекомендую. Тем более, если вас расстраивают фронталки и вы по этой причине купили на салазках что-то счастливое. На 3-е место своего топа я поставлю по-настоящему крутой смарт OnePlus Nord 2 5G. К плюсам я отнесу отличную за свои деньги камеру с поддержкой оптической стабилизации, более чем адекватную стоимость и официальную поддержку
поддержку от производителя на 3 года. Комплект стандартный, смартфон, зарядное устройство Warp Charge на 65 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, стандартный чехол, защитная пленка, которую все так же нужно заменить на новую, более качественную, скрепка и макулатура. В продаже имеется 3 цвета на выбор, корпус из глянцевого пластика и стекла Gorilla Glass с тыльной и лицевой стороны довольно компактный. Звук стерео, есть стандартные для OnePlus ползунок переключения режимов уведомлений. Дисплей Fluid AMOLED размером 6,43 дюйма и разрешением 2400 на 1080 точек. Частота обновления максимально 90 Гц, сенсорный слой всего на 180 Гц, не игровой он. Шим небольшой, автояркость работает хорошо, полное цветовое пространство DCI-P3, Always On Display в наличии, его можно настраивать, режимов здесь более чем достаточно. Отпечаток пальца внедрен в экран, срабатывает молниеносно, как и распознавание лица. Также в верхнем левом углу находится камера, которая не сильно мешается. Топовый процессор MediaTek Dimensity 1200 греется меньше, чем Snap, но и выдает меньше баллов во всех тестах. Мне он не особо зашел, если честно. Напишите, как вы относитесь к Dimensity в комментах. При нагрузках нет ротлит, это вообще супер. Прошивка Oxygen OS 11.3 на Android 11, память формата UFS 3.1, оперативка LPDDR4X не топовая. Доступно 2 варианта на выбор: 8 или 12 гектар оперативы и 128 либо 256 гигабайт встроенной памяти. Есть поддержка Wi-Fi 6-го поколения и сетей 5G. Бенды 7 и 20 на борту, вибромотор топовый, Bluetooth версии 5.2, NFC есть, Google Pay работает. GPS показал точность 2 метра в городских условиях. Датчики приближения работают отлично, емкость аккумулятора 4500 мАч, зарядка на 65 Вт и от 0 до сотки заряжается нестабильно, иногда не за полчаса заряжается, а за 45 минут. Вообще непонятно, что с ней происходит. Яркость от перегрева не сбрасывает, основной блок камер состоит из 3 модулей. Основная камера оснащена сенсором Sony IMX766 на 50 мегапикселей, как и у многих среднячков. Сверхширокоугольная камера на 8 мегапикселей, черно-белая опять же на 2 мегапикселя. Есть оптическая стабилизация на основной камере, электронная стабилизация на ширике. Отрабатывает стаб нормально, только на основной камере, на остальных нет. Ширик неплохой, но есть намного лучше. 8 мегапикселей маловато. Максимальное разрешение видеосъемки 4К 30 FPS. Возможно, что-то сейчас допилили, но опять же я не знаю, в какое время вы смотрите этот топ. Фронталка оснащена сенсором Sony IMX615 на 32 мегапикселя. Разрешение позорное, 1080p при 30 FPS. И стабилизация вообще не радует. Минусы: основной модуль камеры снимает максимум 4К 30 FPS, поддержки карт памяти нет, слот хоть и прорезинен, влагозащита не заявлена, мини-джека нет и переходник на него не добавили в комплект. Смотрим на Xiaomi, они в топы добавляют. Беспроводной зарядки нет, DC-диминга нет, фронталка печаль, макромодули нет. Далее нет влагозащиты, цена, как всегда, по ссылке в описании к видео, распродажа на Alив будет скоро, а конкретно через 3 дня. 24 числа у меня день рождения, буду делать стрим с тем, что я планирую на этот DR 25-го во время Черной пятницы купить. Приходите, я, кстати, 25-го еще разыграю 10 Mi Band'ов, поэтому обязательно. Второе место моего топа я отдал OnePlus 9. К плюсам отнесу стабильную оболочку Oxygen OS, достойную автономность, возможность записи видео в 8К, отличный ширик, есть поддержка Tilt Shift. Если кто не знает, это эффект избирательного фокуса на отдельные части фотографии с размытием всего остального кадра. AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц, отличная автономность, комплект стандартный для OnePlus, быстрая зарядка Warp Charge на 65 Вт в комплекте. Особенности: китайские аппараты идут с ColorOS, а международные с Oxygen OS. На некоторые аппараты китайские накатывают Oxygen. И в принципе, вот сейчас, после того, как я поговорил с большим количеством программистов, которые работают с яблоком и не только, я могу официально сказать: если у вас аппарат перепрошит, ничего критичного в этом нет. Главное, чтобы это делали с прямыми руками и без выключений. Аппарат легкий, но китайская версия девайса легче европейской. Механический триггер переключения режимов есть, звук стерео, экран хороший, но проще, чем OnePlus 9 Pro, что неудивительно. Нет поддержки LTPO, хотя она пока больше рекламный ход, как по мне. По крайней мере, у меня в версии 9 Pro наличие LTPO не помогает особо в плане автономности вообще. Зато здесь через ADV можно включить DC-диминг, пиковая яркость 1100 нит, отклик экрана в 360 Гц намекает на игровую направленность смарта. Топовый на сегодняшний день Pro Snap 3 восьмерки, аккумулятор на 4500 мАч, до 100% заряжает за 34 минуты. Беспроводная зарядка есть в версиях только для США и Европы на 15 Вт. Вибра отличная, по камерам могу сказать следующее. По мне, цветопередача чуть хуже, чем в версии Pro, что в принципе неудивительно. Оптической стабилизации в смарте нет, но цифровая иногда работает лучше, чем оптическая в 9 Pro. Основной модуль от Sony на 48 мегапикселей, ширик такой же, как в Pro версии на 50. Еще есть черно-белый модуль на 2 мегапикселя, основной модуль умеет снимать максимум 8К. Не всем нужны, но хорошо, что умеет. А в 4К снимает при 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей снимает максимум в 1080p, сенсор не лучший. Да, сразу вспоминаются Realme Master Edition и его друзья, которые дешевле, а у них фронталки на 32 мегапикселя. Ладно, ночные фото довольно неплохие, но возвращаясь
обращаюсь к корпорации BBK, Realme же тоже BBK, как и OnePlus, ну чего вы. Минусы. Рамка из пластика, защита от влаги официально есть только в американской версии для оператора T-Mobile, хотя лоток для сим-карт прорезинен во всех версиях. Портретный режим глючит пока что, несмотря на обновление, и у меня все еще глючит. В стоке шим большой. На первом месте моего топа, разумеется, находится OnePlus 9 Pro, но не убегайте пока, потому что там будет кое-кто вне топа, это будет не OnePlus. И да, в период распродаж, например, 11.11 минимальная версия смартфона опускается ниже психологической отметки в 40 тысяч рублей. Но не забываем, что поддержки карт памяти здесь нет, поэтому я настойчиво рекомендую брать для использования аппарат 256 гигабайт встроенного хранилища. А уж какое количество оперативной памяти брать, на 8 или 12 гигабайт, вы выберете сами. К плюсам данного аппарата отнесу Oxygen OS, 822 тысячи баллов в Antutu, бодрых 7 часов автономности, возможность снимать видео в 8К 30 FPS, фирменные механические переключатели режимов, великолепный дисплей с разрешением QHD+, с частотой обновления в 120 Гц, поддержка беспроводной зарядки в 50 Вт, разумеется, у вас должен быть и блок тоже на 50 Вт и кабель соответствующий, несколько цветовых решений на выбор. Вы же помните, несколько смартфонов в этом топе всего с одним цветом, без возможности выбора, а здесь она есть. Камера, на которую я снял несколько своих обзоров, я бы сказал, даже больше сотни, и, разумеется, операционка, не накатанная на китайскую ColorOS стоки, а родная Oxygen OS. Не знаю, мне это психологически было важно, хотя по факту, наверное, никакой разницы нет. Комплект просто царский по сравнению с конкурентами других брендов. Чехол его стоковый мне очень зашел, хотя я и не только стоковые купил. Габариты вполне терпимые. В 2021 году вес в 200 грамм считаю максимально допустимым для флагмана. Привет тебе iPhone 13 Pro с 205 граммами. AMOLED-экран типа LTPO с адаптивной герцовкой в 120 Гц от 120 до 1 Гц. Есть отличная функция Always On Display с индикацией секундной стрелки. Плавность супер. Две симки поместить можно, если вы не купили версию для США. Лоток прорезинен, защита от влаги IP68, разблокировка по лицу отрабатывает отлично, чего не скажешь о разблокировке по отпечатку пальца в экране. Единственное отличие китайской версии смартфонов от глобалки — это модем 4G против 5G. Ну а операционка в китайских смартах — это ColorOS, Bluetooth версии 5.2, стереозвук хорош, Wi-Fi 6-го поколения, проц по мощности практически самый топ, но даже он не дает играть в Genshin Impact без фризов на максималках. Сенсор приближения работает отлично, все виды геолокации поддерживаются, NFC с GPay работает. USB здесь версии 3.1, аккумулятор на 4500 мАч разделен на две части для более быстрой зарядки. Полностью заряжается по проводу за 28 минут. Есть поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт. По тестам автономности Smart сможет прожить около 7 часов постоянного использования, что не так и много. Что касается фотовозможностей, то здесь установлен основной сенсор от Sony на 48 мегапикселей, а также ультраширик на 50 мегапикселей от Sony. Макромодуль на 8 и модуль монохромной съемки все те же 2 мегапикселя. Фронталка все та же на 16 мегапикселей от Sony, старенькая. Оптическая стабилизация доступна только в основном и макромодулях. Slow-mo в 4К 120 FPS снимает. Максимальное разрешение в видеозаписи у основной камеры это 8К 30 FPS. Автофокус гибридный, отрабатывает отлично. Снимает за свою цену аппарат очень даже ничего, после всех обнов прямо шик. Минусы: сканер отпечатка пальца в экране расположен не совсем удачно, по моему мнению, чуть ниже комфортного уровня, как и у всех. Шим у экрана сильный, так что люди, чувствительные к шим, обязательно постарайтесь найти данный смартфон в рознице и потестить свои глаза на нем. DC-димминг можно активировать только через ADB. Нет поддержки карт памяти, нет ЭК-порта, нет мини-джека. При съемке в 4К ограничение в 5 минут. Камера вырубается при продолжительной съемке и нагреве до 47 градусов. Селфи-камера даже без улучшалок улучшает фото довольно сильно. Шумы при зумировании и при съемке ночью просто ужас. Мини-джека нет, как и переходника в комплекте. Кривой портретный режим в 4К 120 FPS по мне слегка подлагивает. Тротлинг есть, но меньше, чем у Mi 11. Резюмирую, советую тем, кто данный аппарат хочет. Все флагманы, как по мне, оверпрайс. У меня, кстати, есть топ флагманов дороже 50 тысяч. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть. У этого хотя бы ценник уже более-менее адекватный, потому что 40 тысяч, ну это норм. Все снэпы на 3 восьмерках печки. Но OnePlus эту печку, как по мне, слегка дообуздал с последними обновами. Это один из лучших камерафонов на данный момент за свою цену. 11.11 кое-кто его купил, повторяюсь, за 37 тысяч рублей. И теперь по конкурсу. Если вы хотите участвовать в розыгрыше 10 Mi Band 25 ноября, стандартно на стриме, так же как был стрим 11 числа, вам необходимо подписаться на мой телеграм-канал скидок. По ссылке в прикрепленном комментарии первая ссылка. И там не только выгодные предложения, но и мои именные промокоды ближе к распродаже появятся. И не только они. Подписаться на этот канал, на лайв-канал и написать в комментарии под этим роликом свое имя в телеграме. Можно русскими буквами, можно через пробелы, чтобы YouTube это дело разрешил. И все, приходите 25 числа на Черную пятницу, будем общаться, кто что купил и кто что выиграл, заодно узнаем. Вне топа я однозначно ставлю Realme GT Neo 2, который продавался с тачем на 600 Гц за 21 тысячу рублей во время сейла 11.11. Надеюсь, 25 числа они это дело повторят. И пусть у него не намного лучше оболочка
коробочка, но зато железо, и помним, что это снова BBK. Это лучший смартфон по цене-качеству, который я видел. Понятно, что кому-то его с 11 числа не выслали, их не всем хватило. Будем надеяться, хватит конкретно вам, потому что если даже он вам не зайдет, в нашей рознице он стоит 42. Как-нибудь допродадите на Авито. Всем девайсам да, добра и удачи вам, дорогие друзья.